Нгуен сегодня проснулась с утра пораньше, приготовила для внуков вкусный завтрак, полила огород, покормила собаку, кур и крокодилов. Ведь прямо под окнами ее дома живет около 2000 рептилий, которых она сама и разводит. И нет в этом ничего удивительного. Здесь это обычный бизнес, который можно создать просто у себя во дворе. Добро пожаловать в Шок-Чанг. Мы во Вьетнаме, и это жизнь других. Если вам кажется, что провинция Вьетнама – это мутные реки, непроходимые джунгли и недостроенные дома, то мне тоже так кажется, честно говоря. Поэтому давайте же сегодня и узнаем, как на самом деле здесь живут люди. Ай, мамочка! Шок-Чанг – это город и одноименная провинция на юге Вьетнама. И жизни у местных людей настолько разные, что, не зная их лично, можно подумать, будто живут они не в одном городе, а на разных континентах. Вот, например, семья Кхум. Если бы я родилась в их доме, то с утра до ночи работала бы в поле за $100 в месяц, пытаясь прокормить на них все семейство. А ночевала бы в отдельной комнате от мужа, чтобы случайно не завести еще одного ребенка. Хотя, возможно, я жила бы через дорогу в большом доме Чунга. Тогда я была бы женой богатого владельца автозаправки, сидела бы дома, выбирая дорогую мебель ручной работы, придумывая, куда полететь в следующий отпуск. А несколько раз в неделю ездила бы в салон красоты на своем автомобиле. Кстати, единственным на всю округу. А могла бы жить как Нгуен, то есть управляла бы небольшой фермой по разведению крокодилов и при этом получала удовольствие от своей работы. Но как бы по-разному ни проходили жизни вьетнамцев, начинаются они одинаково – в больничной палате государственной клиники, ведь никаких других здесь попросту нет. Несмотря на отсутствие какой-либо конкуренции, медицина во Вьетнаме достойного уровня. Клиники вполне современные, а квалификация врачей не вызывает сомнений. Кстати, многие доктора из старшего поколения получили образование в Советском Союзе. К слову, Вьетнам до сих пор социалистическая страна, но, несмотря на это, вся медицина здесь платная. Обычно для родов у нас покупают специальную страховку. Она покрывает как пребывание в больнице, так и предусматривает ежемесячную оплату последующих 6 месяцев декрета. Цены разные в зависимости от качества, которое ты хочешь получить. Например, я заплатила 2 миллиона донгов. Это 5 дней в клинике после родов с 3-разовым питанием, но в 6-местной палате с другими роженицами. А потом полгода получала выплаты по 500 тысяч в месяц. Спустя полгода декрета молодые мамы обычно возвращаются на работу. Кстати, возраст местные считают не так, как мы. Новорожденный вьетнамец – это уже одногодка. Такое исчисление придумали потому, что здесь не понимают, как человеку может быть 0 лет. Однако при любой арифметике в детские сады малышей берут не раньше 2 лет. Это по нашей системе. До этого возраста дети обычно сидят с бабушками, дедушками, тетями, дядями, в общем, с любыми безработными родственниками. Кроме того, правительство Вьетнама настоятельно рекомендует не заводить больше 2 детей. И пусть никакого штрафа за 3-го ребенка не предусмотрено, большинство родителей слушается и больше 2 не заводит. Оно и логично, ведь на каждого нового нужны деньги. А платное здесь практически все, начиная с детского сада. В детский сад в Шок-Чанге дети идут в садик с 2 лет. И родители в месяц за ребенка платят, знаете сколько? $1. Мне очень интересно посмотреть, что это за садик, который стоит $1 в месяц. Однако за обеды приходится платить отдельно и значительно больше. Если в месяц за ребенка платят $1, то еда обходится по $2 в день. Форму родители также покупают сами.
Детей привозят сюда в 6 утра, а забирают ближе к 5 вечера. На каждых 30 детей приходится по одному воспитателю, а группа делится по возрасту с разницей в год. В просторных светлых классах проходят развивающие занятия и различные игры, а во дворе занимаются зарядкой и просто бегают. В детский сад дети ходят с 2 до 6 лет. Мы с ними не только играем, но и учим цифры, алфавит, даем всю необходимую подготовку перед школой. Это кровать, на ней спят. Это сундук, в котором хранятся личные вещи. Это сетка от комаров. Какие у вас варианты, где я? Нет, неправильно, еще и варианты. О, правильно, да? Это государственная школа. И здесь дети спят. Правильно я говорю? О, видишь, согласны. В школу маленькие вьетнамцы идут с 6 лет. Дело в том, что в местных школах дети живут все время, а родители, если хотят, забирают их только на выходные. Никаких частных школ здесь, в провинции, нет. А вот все государственные вызывают у меня приступ ностальгии. Нет, не потому что я училась во вьетнамской школе, а потому что они очень напоминают мне, опять же, Советский Союз. Посмотрите сами. Те же общие зарядки во дворе, те же громкие лозунги на стенах, те же красные галстуки на шеях учеников. Только вместо Ленина другой вождь – Хо Чи Мин, который, кстати, тоже лежит в мавзолее в столице страны. С 1 класса нас принимают в большую организацию школьников и выдают этот красный галстук. Без него в школу не пустят. Легкий сумбур в этот коммунистический порядок вносит тот факт, что школой управляет буддийский монах. Он же и создал эту школу, чтобы учить сирот и детей из бедных семей. Хоть и организовывал эту школу я, она полностью государственная. Социальные службы города приводят к нам детей из неблагополучных семей, и мы их принимаем. Насильно здесь никто никого не держит. У нас не интернат. Если ученик не хочет учиться, он может просто сказать об этом и спокойно уйти. По части образования и проживания никаких отличий от обычной школы у нас нет. Вот на таких кроватях они спят. Тут такой коврик. Я помню, у меня в детстве такой соломенный коврик на полу был. Но тут Азия, и они тут все спят на коврике и на жестком. Так как дети проводят тут всю свою жизнь, можно сказать, то вся их жизнь находится вот в этом сундуке, где хранятся все его вещи для школы и личные. А можно посмотреть сундук? Ой, слушай, я тоже завязывала галстук. Я даже помню, как его завязывать. Хочешь, я тебе завяжу? Подожди. Сейчас, если я, ничего не перепутаю. Ну, мы завязывали так. Я не знаю, как вы завязываете. О, вот так. Не? Правильно? Так, что у нас тут еще есть? Зубная щетка, паста, ложка, карандаши, палочки. Ну, чтобы есть, понимаешь? Личные вещи, книжки. Сколько тебе лет? Мне 11. Вот вся жизнь 11-летнего ребенка находится в этом ящике. Ну все, закрывай, тебе уже в школу надо идти. Ну вот в галстуке ходят дети. Все, закрывай. Что касается питания, то кормят здесь привычной для Азии едой. А на раздаче блюд стоят привычные для нас дежурные. В школе обед. Они, конечно, так кричат, что невозможно говорить. Но, тем не менее, это время, когда они могут расслабиться и насладиться едой. Вся еда в школе абсолютно бесплатна. И главное различие, что девочки кушают отдельно за столами от мальчиков. Такое разделение сделали просто для того, чтобы проще было контролировать поведение подростков, которые все время проводят вместе. И так будет продолжаться до самого выпуска.
Большинство школьников провинции Шокчанг, закончив 12 классов школы, сразу идут работать. Не только потому, что все высшее образование во Вьетнаме платное, но и потому, что университетов в регионе просто нет. Есть только несколько аграрных колледжей, но за них тоже надо платить. Поэтому подавляющее большинство выпускников сразу идут осваивать новые профессии. А так как Вьетнам страна аграрная, то заниматься здесь, кроме как сельским хозяйством, особо и нечем. Начиная от фермера до простого торговца овощами на рынке. Казалось бы, ничего необычного, но необычные здесь сами рынки. Сейчас 5 утра. Представляете, да я встала в такую рань, чтобы приехать и посмотреть вот на эту экзотику. Но для людей это обыденная жизнь. Они просыпаются в 3 часа для того, чтобы приехать на этот плавучий рынок, продавать овощи, фрукты, а в 7 часов он уже закрывается, потому что уже солнце, жарко и пора отдыхать. Рынки на воде – это типичное явление для Шокчанга, так как здесь непроходимые джунгли, в которых не так-то просто построить дороги. Их функцию во многом забирают на себя реки. А в таких местах, как это, где несколько небольших рек сходятся в одну, и образовываются рынки. Люди со всей округи привозят сюда товар или чтобы продать, или чтобы отдать посредникам на реализацию. Здесь можно увидеть все. И маленькие лодки на веслах, и баркасы побольше, и даже грузовые баржи. Но самое удивительное другое. Для многих людей лодка – это не только киоск для торговли, но и собственный дом. С одной из таких местных жительниц я и познакомилась. А вы тут живете? Да-да, на этом корабле. Серьезно? То есть вот именно вот там внутри все время живете? А кушаете вы как, я не знаю, в туалет ходите, в душ принимаете, тоже там? Да, у меня есть кухня. В туалет хожу в ведерко, а чтобы принять душ, за шторку спряталась и водой обливаюсь. А у вас, я смотрю, тут электричество есть. Вы платите за него, я не знаю, за место, чтобы лодка тут стояла? За стоянку я отдаю 250 тысяч донгов в месяц, а за электричество еще меньше. Договорилась с соседом на берегу, чтобы он мой корабль к своему дому подключил, и мы с ним напополам платили. Жить здесь очень дешево. Например, за вывоз с мусора мы вообще не платим. Все его просто выбрасывают в реку. А мусорщики собирают отходы ниже по реке. Ну, вообще, это прибыльный, наверное, бизнес, да? Раз вы тут живете и занимаетесь этим. Да, это хороший бизнес. У нас здесь рынок оптовый, поэтому продукты недорогие. Например, килограмм картошки у меня стоит 16 тысяч донгов, а капусты 4. Я их закупаю напрямую у фермеров и зарабатываю 10% с товара. А налоги вообще не плачу. Какая прибыль у вас в месяц от продажи всех продуктов? В месяц плюс-минус 7 миллионов донгов. Ну, то есть вам этого хватает, этих денег? Конечно, мне их здесь и тратить особо не на что. А, ну так вы хозяйка своей жизни, получается. Что хочу, то и делаю. А почему вы живете на лодке? Вы же можете, я не знаю, рядом где-то жить в доме и приходить сюда. Это же, ну, мне кажется, это же не очень удобно, просто для жизни. Мне нравится. И на работу никуда ходить не надо. Здесь я сама себе хозяйка. А когда рынок заканчивается, что вы делаете? Вот он 8 часов, он заканчивается, и все, нету продаж. Что вы делаете целый день? То же самое, что и сейчас. В гамаке сижу. Вот это жизнь! Но даже такое жилье здесь не самое удивительное. Еще более необычными выглядят дома на воде, из которых здесь же на рынке образовалась целая деревня. По сути, такой домик – это плот, ведь он держится даже не на сваях, а на нескольких бочках с воздухом. Ну, что я хочу вам сказать, дорогие мои, сейчас позавидуйте сами себе, потому что вы сидите в теплом, сухом, уютном доме, в доме, у которого нормальный фундамент, вас не качает, пьете кофе, небось, да, смотрите телевизор. А есть люди, у которых дом на воде, а вместо дверей покрывальца. И чтобы зайти в этот дом, я не знаю, что надо сделать. Подожди, как, мама?
Вот так вот люди заходят в дом к себе. Хозяина дома нет, но он сказал: заходи, посмотри, не стесняйся. Вот и посмотрим. На самом деле я никогда в жизни не была в доме на воде. А вы? Ну, я не знаю, как вы, я не была, поэтому, конечно, это очень интересно. Муж, жена, 2 детей, свадьба, то есть все хорошо в семейной жизни, как я понимаю. Хрусталь. Дальше. Ой, спальня, спальня. Ребят, ой, господи. Осторожно, держись, не упади. В какую бы точку мира, в какую бы глушь мы ни зашли, телевизор у людей есть всегда. Деньги не всегда, еда не всегда, одежда не всегда, а телевизор. Для того, чтобы дом построить на земле, нужно заплатить за землю. На воде хочешь построить дом? Абсолютно бесплатно. Строй не хочу, поэтому построил себе халабудку такую, как в детстве, и живешь. Но коммуналка, свет и вода стоят 400 тысяч донгов. Вода, очевидно, питьевая или дождевая. Ребят, вот тут моют посуду они и принимают душ. Вот, ковшик с водой. Но туалета так в упор я и не вижу. Вот туалет. Главное, что зеркало есть, ты видишь? Но если вы вдруг захотите сбежать в глубинку Вьетнама, купить такой домик и жить там, где вас никто не найдет, то подобное жилье будет стоить примерно $800. Как по мне, вполне доступно, так что добро пожаловать. Спокойствие, пальмы, свежий воздух и терраса с видом на реку. Пожалуйста. Кстати, река, несмотря на мерзкий цвет воды и критическое количество мусора, совсем не воняет. Ребят, а терраса-то какая, а? Лепота! А вы говорите, Венеция, Венеция. Шокчанг! О, сила! Господи, колется. Мама. Сереж, пожалуйста! Мне тут колется и тут колючка. Можно я уйду отсюда? Не, все же. Конечно, далеко не вся жизнь в провинции Шокчанга сосредоточена вокруг рек. Большинство местных живут в обычных домах и ездят по обычным дорогам. Несмотря на то, что автомобиль могут себе позволить только очень богатые люди, дороги здесь буквально забиты. Забиты мопедами. Этот вид транспорта невероятно популярен. И дешевенький китайский скутер есть даже у самого бедного вьетнамца. Вдобавок к тому, что страховка для водителя мопеда стоит копейки, а за парковки платить не надо вообще, на дороге у мотоциклиста во Вьетнаме масса привилегий, прописанных законом, прямо как у велосипедиста в Голландии. Глядя на эти миллионы наездников, невольно понимаешь, что там, где есть какой-то очень популярный продукт, наверняка есть и богатые люди, которые его продают. Сейчас я в гостях у семьи Чунг. Нет, они не торгуют мопедами, они продают топливо. Имея 2 заправки, это, возможно, самая богатая семья в округе. А богатыми здесь можно назвать людей, которые зарабатывают от $2500 в месяц и выше. Каково это при социализме вести частный бизнес? Очень просто. Если хочешь открыть свое дело, то делаешь запрос в правительство, описываешь то, чем хочешь заниматься, и если они разрешают, пожалуйста, начинай работать. Интересная схема. А для того, чтобы тебе разрешили, что надо сделать? Просто убедить правительство? Нужно показать, как много ты можешь вложить в свое дело. Если в правительстве решат, что этих денег достаточно для успешного бизнеса, то, скорее всего, разрешение ты получишь. Начало бизнеса здесь, как и везде, зависит от наличия стартового капитала. Нам с этим помогли родители, поэтому все получилось. Все, видишь, ребенку надо уходить, а он сам идет в школу? Его никто не провожает? Да, он на велосипеде поедет. И у вас же 3 детей, да, насколько я поняла? Да, 3. То есть вот прекрасно, видишь, когда все дети разошлись, муж на работе. Чем занимается вьетнамская обеспеченная женщина? Отдыхаю, смотрю фильмы, читаю книги или просто сижу в интернете. А уборка, готовка обеда для всей семьи, стирка. Кто этим занимается? У нас есть домработница. Дорогое удовольствие иметь домработницу? Я ей плачу 3 миллиона донгов в месяц. Как вы думаете, это много или мало для домработниц такие деньги? Я думаю, это вполне достойная зарплата. Ну, а вы бы смогли бы выжить на $100 в месяц?
У нас в регионе жизнь недорогая, поэтому одному человеку на такую зарплату можно жить вполне нормально. Но если это на всю семью, тогда, конечно, этого мало. А сколько стоит содержать вот такой дом? На все про все уходит примерно 9 миллионов донгов в месяц. Это и коммунальные, и на еду для всей семьи. А куда вы еще деньги тратите? Вот на одежду дорогую? Мы часто путешествуем как по самому Вьетнаму, так и в другие страны. Вот недавно вернулись из США. А скажите, а у вас есть еще вот подружки, обеспеченные женщины? Вы собираетесь, может быть, ходите друг к другу в гости? Вот чем вы занимаетесь? Мы часто собираемся, ходим на шопинг или просто гуляем, а несколько раз в неделю ездим в парикмахерскую. Да уж, если у зажиточных женщин самое популярное место – это парикмахерская, то развлечениями Шок-Чанг, прямо скажем, не пестрит. Однако понять, за что же местные так любят подобный досуг, мне тоже хочется. Поэтому, спросив у Чунг адресок, я решила заглянуть в лучший салон в городе. И вот мое первое удивление. Когда приходишь в парикмахерскую сделать себе укладку, в эту услугу обязательно входит массаж лица, шеи, плеч, рук и еще спины по лопатке. Представляете? В общем, так вот я сижу, я вот не вижу, что там подружкам моим делают. Но они тоже вроде бы будут сейчас балдеть. В общем, еще и массаж головы. В общем, на укладку тут ты придешь как минимум на час-полтора, потому что пока все это закончится, это красота. А почему, когда вы делаете укладку, вы делаете массаж лица? Зачем? Потому что одной прически недостаточно, чтобы быть красивым. Клиент должен выйти из салона во всех смыслах свежим. Ну, слушай, в принципе, логично. Я согласна с этим, конечно. А скажите, у вас много клиентов вообще в день? Вот сколько вы обслуживаете человек? Примерно 10 человек в день. Во вьетнамской провинции девушки любят за собой ухаживать, делать укладки, массажи лица? Конечно, женщины приходят по 3 раза в неделю. Просто помыть голову, а мужчины ходят еще чаще. Серьезно? Ничего себе! Сами они не моют голову дома? Они хотят, чтобы им помыли в парикмахерской? Они же приходят не просто голову мыть, но и для того, чтобы расслабиться. Сам себе дома массаж не сделаешь. Ой, ну молодцы. А вы, чтобы работать в парикмахерской, учились где-то или просто кто хочет, тот и работает тут? Нас научил владелец салона. Серьезно? Я заканчивал специальные курсы в Хошимине, потом несколько лет там работал. А 10 лет назад вернулся сюда, открыл свой салон и теперь сам учу. Почему ты захотела быть парикмахером? Мне нравится эта работа, она несложная и платит неплохо. Обычный парикмахер получает примерно 8 миллионов, плюс неплохие чаевые от клиентов. А чаевые большие у вас? По-разному. Обычно клиент оставляет 100-200 тысяч донгов. Я, как владелец бизнеса, зарабатываю где-то 45 миллионов в месяц, а государству плачу фиксированный налог – 2 миллиона. А сколько стоит эта процедура, получается? Вот помыть голову, укладку, массаж лица, плечи, рук. Сколько это стоит? 140 тысяч за все. Вот это цены, вы представляете? А? О, боже мой. О, а вот смотри, начался массаж шеи. Пока. Олег, я ухожу. В общем, короче, вы пейте кофе, смотрите программу. Я, в общем, ребят, это за такие копейки и такой кайф. А зашла просто помыть голову, представляете? Я получаю все удовольствия сразу. Если в Шок-Чанге занимаются бизнесом, то чаще всего всей семьей. Однако успешным он бывает далеко не всегда. Знакомьтесь, это Сян. Он вместе со своей женой уже 50 лет делает бамбуковую мебель. И делают они это собственными руками, сидя просто на бетонном пороге своего дома. Я вот так смотрю, как вы это делаете. Вы пальцы часто себе резали? Постоянно. Ну, это очень, я вижу, что это очень такая опасная работа. Это какой-то кошмар. Почему вы начали заниматься этим? Учиться чему-то другому мне просто было негде. А этим делом занимались мои родители. Поэтому занимаюсь и я. То есть вы 50 лет уже делаете мебель из бамбука. А сколько вам лет тогда? 62. Вы работаете с 12 лет?
получается. Вы вообще учились где-нибудь или просто всегда работали? Я закончил 3 класса и пошел работать. Надо было помогать родителям. Ну, мебель пользуется популярностью, да, вот в этой зоне ее много покупают. Да, все идет неплохо. Все, что мы делаем, продает на рынке наша знакомая. Вон, например, те корзины, что у вас за спиной, завтра утром заберут на продажу. А сколько вы зарабатываете в месяц, продавая свою продукцию? На всю семью у нас получается от 3 до 5 миллионов донгов, в зависимости от продаж. 700 тысяч тратим на электричество и примерно 2 миллиона уходит на еду. А сколько у вас детей? 5. Один из них работает в городе, а остальные здесь. Вот мой сын прямо сейчас плетет корзину. А в школу не ходит? Нет, он не хочет. Я пытался его уговорить, но он все равно до 7 класса доучился и пришел работать. Как понять, не хочет? Но ведь он же может учиться в школе и потом вырасти и зарабатывать больше, и помогать вам. Не хочет и не надо, я его заставлять не хочу. Честно говоря, это выглядит настолько странно, что я решила расспросить у самого мальчика. А что ты в школу не ходишь? Почему ты тут сидишь? Потому что надо помогать родителям. А учиться ты не хочешь? Ты же можешь вырасти, выучиться и еще больше помогать родителям. Это сложно и долго. А так я уже сейчас помогаю. А сколько тебе лет? Мне 17. 17 лет тебе? Серьезно? Я думала, что 13. Ну, так, а что тебе друзья говорят? Вот ты молодец, что ушел со школы, что мы тут вот мучаемся, да? А ты вот такой красавчик или нет? Говорят, чтобы возвращался. Друзья говорят, что лучше вернуться. Ну, у тебя есть время еще подумать, можешь и вернешься, правильно? Нет, никогда. Никогда. Ну, тогда надеюсь, что твои вот эти все бамбуковые мозаики будут самыми лучшими в мире. На. Возможно, вы подумали, что бамбуковая мебель или торговля на воде – это самый экзотический бизнес, которым можно заниматься в Шок-Чанге. Но вечно жаркий климат Вьетнама фактически сам подталкивает предпринимателей к разнообразию. В то время как весь мир переходит на изделия из эко-кожи, из искусственного меха, во Вьетнаме процветает бизнес по выращиванию крокодилов для того, чтобы из них потом делать сумочки, ботиночки, сапожечки, пояса. Ну, вы сами понимаете. Поэтому идем сейчас все это и посмотрим, и узнаем. Нгуен практически всю взрослую жизнь занимается разведением крокодилов. И нужно отметить, в провинции Шок-Чанг это занятие довольно популярно. А вот почему же местные ввязываются в эту небезопасную работу и сколько она им приносит, сейчас и узнаем. Вот тут не опасно стоять? Они не могут выпрыгнуть? Стоять нет, но если оставить дверь открытой и отойти, то они могут и выпрыгнуть. Сколько вы убиваете в месяц крокодилов? Я их вообще не убиваю, я только выращиваю и продаю. Как они продаются? По килограммам или по штукам? В год продается около 1000 рептилий. Система такая. Я их покупаю маленькими, примерно по 2 миллиона донгов за голову. Они у меня растут до 2 лет, и потом я их продаю по весу. За 1 килограмм беру 1 400 000. В итоге за год я зарабатываю от 500 миллионов до 1 миллиарда донгов. Налогов я не плачу вообще, так как я женщина, а работа, которой я занимаюсь, считается тяжелой и опасной. Но за каждого проданного крокодила я обязана отчитаться правительству, ведь напрямую найти покупателей и договориться с ними я не могу, только посредством государства. В последнее время все переходят на эко-кожу, на заменитель меха. Не упали ли у вас продажи? Я об этом ничего не знаю. Количество каждый год у меня продается примерно одинаковое. А цена зависит только от покупателей и моего умения торговаться. А у вас лично что-то есть из крокодиловой кожи? Сумочка, кошелек, я не знаю, обувь, шляпа? Ни одной вещи. Мне вообще кожа крокодилов не нравится. Подождите, а вот вам все-таки их не жалко? Вот они все-таки вот живые. Если бы мне было их жалко, я бы этим не занималась. А если бы я этим не занималась, то мне и жить было бы не на что. Это бизнес. Ничего не поделаешь. Да уж, тут хоть ты акула бизнеса и хоть крокодил, надо идти на компромиссы. Иначе придется жить очень скромно, возможно, даже не жить, а выживать. И, к сожалению, многие семьи в Шок-Чанге существуют именно так, на копейки. В один из таких домов я и пришла. Вот это
типичный стандартный дом в Шонгчанге. Вот так живут все люди вот этого достатка. Тут вот заходишь и сразу вот такая, не знаю, как это сказать, даже зал, где сразу кровать, где дедушка спит, вентилятор, который спасает положение, потому что вы не понимаете просто, как тут жарко. Стены такие очень странные, но просторное помещение, не совсем маленькое, поэтому очень интересно. Идем посмотрим дальше. О, тут еще одна комната, спальня, я так понимаю. Знаете, что самое интересное? Тут нет потолка. Серьезно? Я только что увидела, только что поняла. Стены есть, знаешь, как декорации в кино. Дырку даже вижу. Наверное, когда идет дождь, наверное, тут все капает. Ну, возможно. Так, ну, это, конечно, очень интересно. Идем посмотрим, что еще есть. Так, что у нас тут? О, а это синтяо. Я так понимаю, что это кухня. Кухня по размерам, на самом деле, такая же, как и первая комната, как зал. Это хозяйка дома. Видишь, приготовила обед, наверное, и релакс. Единственное, если это кухня, то я не вижу холодильника. А где ваш холодильник? Не знаете? Потерялся где-то, да? Ну, потом найдем, может быть. А вот это, знаете, что такое? Сейчас вам расскажу. Это он служит для того, чтобы собирать, ой, мухи, дождевую воду, на которой они готовят, которую они пьют. Но сейчас не сезон, поэтому они покупают... Покажи, Сережа. Они покупают воду, заказывают. Это дорогое удовольствие, поэтому они ждут, когда же начнется сезон дождей. Ну, ощущение, знаешь, что я в кино и какая-то такая экзотическая. Хотя, на самом деле, для нас это, конечно, экзотика. Такое жилье, поэтому хочу пообщаться, наверное, что-то еще узнать. Идем. Чем вы занимаетесь? А я домохозяйка. Окей, вы дома работаете, а деньги как вы зарабатываете? Муж зарабатывает? Чем вы занимаетесь? Да, зарабатываю только я, но конкретной профессии у меня нет. Работаю на рисовых полях разнорабочим. А сколько вы зарабатываете? Хватает вам денег на то, чтобы кормить всю, ну, такую достаточно большую семью? Хватает, чтобы прожить, но не хватает, чтобы что-то откладывать и копить. Я зарабатываю примерно 2,5 миллиона донгов в месяц. Это хватает, чтобы прожить. А какие у вас расходы? Расскажите. Вот у вас есть такая сумма в месяц. На что вы ее тратите? 300 тысяч донгов в месяц обходится вода и электричество. Еще 30-40 тысяч в день мы тратим на еду. Но я была, когда у вас на кухне, я не нашла холодильник. У вас есть холодильник? Нет, у нас его нет. Как вы продукты храните? Каждое утро я покупаю свежие продукты. Немного. Так, чтобы за один день все съесть. Максимум за 2. А почему у вас нет холодильника? У вас в такую жару вы могли бы не каждый день ходить. То есть это дорого? Если нам не хватает денег, чтобы купить еду, как нам хватит, чтобы купить холодильник? Но, тем не менее, телевизор у вас есть. Он у вас работает или просто для красоты стоит? Телевизор мы не покупали. Это мой брат подарил. Вон его фотография. Боже мой, ну надо, чтобы кто-то подарил холодильник тогда. Я у вас прошлась по дому и увидела вот одну кровать и еще в комнате кровать. А вас 4 человека. Как вы спите? Здесь ночует дедушка. Мы с дочкой спим в соседней комнате. А муж отдельно, в 3-й. Уже такая взрослая дочь. Почему вы с ней спите? Я не хочу с мужем спать, потому что мы не потянем еще одного ребенка. Серьезно? Ну, у вас же только один ребенок, вы можете себе позволить еще одного. Так думают вот многие, все местные женщины, или это только вот в вашей семье? Правительство не рекомендует нам заводить больше 2 детей. А у меня еще есть взрослый сын, он живет отдельно. Практически все пытаются придерживаться этого правила. А если у вас разрешено иметь только 2 детей, у вас 2 ребенка, а если женщина, ну, забеременела и родила 3-го, то что будет? Никакого наказания или штрафа не будет. Просто к нам придут социальные работники и проведут воспитательную беседу. Будут просить, чтобы мы не заводили еще больше детей, а лучше заботились о тех, которые есть, воспитали их и дали образование. А ты после школы хочешь куда-то еще поступать или работать? Да, я хочу выучиться на адвоката.
Адвокат, ну это же дорогое удовольствие. Для нас, да. Но если я очень хорошо закончу школу, тогда есть шанс попасть в университет бесплатно. Ты тогда не переживай, так у тебя все получится. Тебе главное учиться и иметь свою цель. Я уверена, что ты сможешь это сделать, если ты так сильно этого захочешь. У вас есть какое-то образование? То есть вы школу закончили и после нее учились где-то? В наше время бесплатных школ не было, поэтому у меня 7 классов образования, а муж не учился вообще. До сих пор не умеет ни читать, ни писать. Наверное, поэтому и не может работу найти получше. Чтобы посмотреть, где же глава семейства собственно работает, мне пришлось целый час плыть по мутной речке вглубь провинции. Это самый короткий путь до рисовых полей, которых здесь просто огромное количество. Одна из самых популярных... Это вот такая популярная профессия – работники рисовых полей, так сказать. Господи! И, в общем, мне, конечно, стало интересно, как они работают в такую жару, в таких условиях. Честно говоря, я уже хочу уйти отсюда. Мне очень жарко и очень неудобно на этих рисовых полях. В общем, короче говоря, идем посмотрим. Вьетнам – это вторая в мире страна по поеданию риса на душу населения. Среднестатистический вьетнамец за год съедает около 300 килограмм риса, то есть почти килограмм в день. А где много риса едят, там много риса и выращивают. Его производство здесь не заканчивается никогда. Ведь благодаря жаркому климату можно собирать по 3 урожая в год. Рабочий день начинается в 7 утра, а заканчивается в 5 вечера. К обеду температура поднимается настолько, что даже змеи и ящерицы начинают мечтать о кондиционере. А сейчас, к слову, как раз обед. И люди здесь не просто выживают, но еще и работают. Как им это удается? Давайте быстрее разузнаем у местного фермера и спрячемся обратно в тень. В 7 утра уже солнце, и до скольки вы работаете? Это же просто невыносимые условия. Я еле вот стою 15 минут, пока вас искала, чуть с ума не сошла. Как вы работаете? На самом деле мы работаем не весь день. В обед, когда самая жара, делаем паузу, а потом возвращаемся на поле. Сколько зарабатывает работник в месяц у вас? Помесячно я не плачу, ведь бывает, что работа есть, а бывает, что нет. Я плачу 180 тысяч донгов за один день. А сложно устроиться к вам на работу? Нет ничего сложного. Если человек что-то не умеет, то я его научу. Я в 12 лет закончил школу и ушел работать в поле. С того времени уже больше 30 лет прошло. Каждую мелочь знаю от А до Я. Поэтому и обучить могу любого неопытного работника. На поле очень много мусора. То есть это вот работники, вот эти 3 человека, которые у вас работают, они все бросают? Так вы их как-то отругайте, скажите, что нельзя этого делать. Мусор мне не мешает. Мне главное, чтобы урожай был хороший и прибыль высокая. Я только об этом беспокоюсь. Мне этот бизнес приносит 160 миллионов донгов в год. Это с 5 гектаров. Но продавать свой рис без участия правительства у меня не получится. Оно всегда выступает посредником между мной и покупателем. Зато налоги я не плачу, потому что по закону Вьетнама все, кто выращивает еду, налогом не облагаются. А люди у меня работают просто по договоренности. Никаких контрактов или официальных бумажек здесь не заполняют. По сути, устраивать людей официально и смысла никакого нет, ведь нет никакого соцпакета. Медицина платная, а пенсия есть только у тех, кто работал на госслужбе больше 10 лет. Все остальные пожилые люди или продолжают работать, или живут вместе с работающими детьми. Мой отец в прошлом военный, поэтому он получает пенсию. Но этого мало для жизни. У мамы пенсии вообще нет. Но мы все живем в одном доме, и я с братьями стараюсь сделать все, чтобы пенсия для родителей была счастливой. На пенсию во Вьетнаме мужчины выходят в 60 лет, а женщины в 55. Но без помощи детей отдохнуть вьетнамскому пенсионеру не получится. Однако большинство пожилых людей дети все-таки поддерживают. И на старости они наслаждаются жизнью, гуляя в парках и сидя в уютных кафе Шок Чанка. Вот, например, как эта милая пара.
Как изменилась ваша жизнь после того, как вы перестали работать? В нашем случае в лучшую сторону. Нам практически во всем помогают дети, так что мы просто отдыхаем. Ну, а как же это так? То есть, а как вы думаете, это нормально, когда государство вообще не платит людям пенсию? А как же им жить? А если дети не могут содержать своих родителей? К сожалению, в таком случае людям приходится работать до самой смерти. Нам с женой, конечно, повезло с детьми, и мы можем отдыхать. Наши дети обеспечивают нас во всем. Мне даже подарили смартфон. Но сам бы я себе такой телефон никогда не купил. Да и никто бы из пенсионеров не купил, слишком дорого. У нас ведь пенсию платят только если ты работал на госслужбе или после того, как тебе исполнилось 75 лет. Тогда государство выплачивает около 250 тысяч донгов в месяц. Я очень рада, что вам повезло и что вы вырастили таких детей. Но а чем вы тогда занимаетесь сейчас на пенсии? Приходите в парк, сидите, отдыхаете. А что еще вы делаете? Мы все время проводим вместе с супругой. Каждое утро пьем кофе с друзьями или соседями. Днем отдыхаем дома, а по вечерам обязательная прогулка здесь, в парке. Ну и все-таки вот несмотря на все, когда лучше? На пенсии или когда ты работаешь? Как по мне, до пенсии было лучше. Пока я работал, то всегда был в тонусе. Чувствовал себя молодым. Но сейчас тоже есть свои плюсы. Мы с женой за столько лет наконец-то можем быть вместе постоянно. Я надеюсь, что вы еще, конечно, проживете лет 100 вместе. И в таком умиротворении, я думаю, что вам этого не миновать. Конечно, многим пенсионерам повезло меньше, и они вынуждены продолжать работать, работать и работать. Одной из самых распространенных профессий среди пожилых людей является работа по сборке питахайи, или, как ее еще называют, драконий фрукт. Вся округа практически накрыта ковром из полей этой культуры. Оно и неудивительно, ведь Вьетнам – самый крупный экспортер паттахаи в мире. Можно сказать, страна, которая приручила дракона. На первый взгляд, это экзотические плантации с ровными рядами кактусов причудливой формы. Любой проезжающий мимо человек, незнакомый с местными традициями, наверняка захочет сорвать украдкой пару фруктов в дорогу. Но когда он остановится на обочине и подойдет ближе к полю, то поймет, что это не просто плантация, это еще и кладбище. Фермеры часто хоронят умерших родственников прямо в поле. Конечно, можно отвезти усопшего в храм и предать кремации по всем буддийским обрядам, но это будет стоить около 5 миллионов донгов. А если похоронить на городском кладбище, то место обойдется не меньше 25 миллионов. А здесь, в полях, люди на своей земле, за нее и платить не надо, и они навсегда остаются рядом с домом, и это ведь тоже важно. Естественно, конкретно с драконьим фруктом это никак не связано. Человека могут похоронить на любом поле. Просто так сложилось. Но насколько же символично, что в этом аграрном краю, где большинство людей практически проживают жизнь на плантации, на ней же и остаются. В Шокчанге можно жить в доме на воде, но при этом двери в нем всегда будут открыты. Можно разводить крокодилов и обеспечивать всю свою семью. Закончить 8 классов школы и 30 лет заниматься бизнесом. Но как бы тяжело ни было, местные никогда не отчаиваются и искренне верят в то, что в ближайшем будущем Страна продолжит развиваться. Клиентов будет больше. Река станет чище. Вырастет хороший урожай. У нас появится огород. На дорогах станет меньше пробок. Появится больше развлечений. Люди станут добрее. Дети получат образование. Как бы там ни было, всегда, в любой ситуации, наша жизнь зависит только от нас, а не от жизни других.